Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами поговорим о премиум танке 8 уровня Франции. Это MX M4 MLE 49 Liberty. Эта машина продается в нашем клиенте за 8000 бон, поэтому давайте будем разбираться, что это такое, как на этом играть. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Как я уже сказал ранее, это премиум французский танк, тяжелый 8 уровня. Имеет очень неплохое бронирование, учитывая свой уровень боев. Конечно, с десятками этой брони будет уже недостаточно, но с восьмерками машина в принципе вполне способна что-либо отбивать. Я на этом танке отыграл небольшое количество боев, могу точно сказать, что мне он не зашел, не потому что машина плохая, откровенно говоря, а потому что мне в нем чего-то просто не хватило. Начнем, конечно, разбор, как обычно, с его орудия. Видим, что у нас 100 мм пушка имеет базовое бронепробитие бронебойным снарядом 232 мм, голда пробивает 263, альфа за выстрел 300, сведение 2,9, разброс 0,36. Пушка стоит точно такая же, как на саму АСМ, только единственный минус то, что здесь нет барабана. Да? По конечным характеристикам далеко не будем ходить. У нас 1500 очков прочности, броня корпуса 190 лоб, 55 борт. Башня во лбу 250. По подвижности машина имеет 1000 лошадиных сил, двигатель 14,3 лошадей на тонну, максимальная скорость 40. У нас здесь очень хорошие УВН, то есть минус 10 вниз, и неплохая конечная дальность обзора в базе, то есть 370 метров. Машина в принципе видит очень даже неплохо, может стрелять вдаль, пушка благо позволяет. Поэтому давайте сейчас поговорим о перках экипажа и о том, как эту машину собирать, а дальше перейдем в коллижн. Я отметил для себя, как обычно, несколько сборок, на которых играл я. У меня эта машина появилась до оборудования 2.0, поэтому я себе позволял играть на ней еще без вот этих всех улучшенных механизмов, прицелов и так далее. То есть я играл в стандартной базовой такой комплектации через вентилятор, стабилизатор и досылатель. Это позволило мне иметь зарядку пушки 8,65, иметь конечную точность 0,34 и время сведения 2,71. Это в целом довольно неплохая, конечно, показательная такая точность для тяжелого танка, потому что в упор он стреляется очень даже уверенно с восьмерками. С уровнем выше, конечно, уже сложнее, но однозначно с восьмерками такая сборка имеет место быть. Поэтому по сборкам смотрите сами, можно сюда воткнуть в принципе и откровенно будем говорить турбину, вместо закалки поставить, к примеру, вентилятор, сюда поставить турбину, и мы будем иметь тогда вообще очень-очень неплохой 0,33 разброс. Смотрите, друзья, конечно, сами. Я считаю, что сборку каждый должен подбирать индивидуально. По перкам экипажа у нас, как обычно, это тяжелый танк, боевое братство, ремонт. Можно добавить радиоперехват. Это в итоге с боевым братством даст нам отличный обзор 400 метров. Для тяжа этого больше, чем достаточно. Поэтому, думаю, со сборкой мы разобрались. Collision модель этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас ВЛД 235 приведенных миллиметров, то есть очень даже неплохой. Отличные щеки под 300 миллиметров и шикарный лоб башни, то есть 270 маска орудия, 470 щеки. Очень хороший НЛД 282 миллиметра. Поэтому, выезжая в лоб, у вас единственное уязвимое место — это вот эта огромная башня на крыше. Но очень часто встречаются танки, которые просто ниже вас, и им будет очень-очень неудобно сюда выцеливать. Поэтому, в принципе, в клинче можно стреляться, на дистанции также можно стреляться, но нужно стараться скрывать правую часть корпуса. Борт у нас 50 мм имеет вообще очень маленькую приведенку. Если вы выезжаете прям острым углом, там будет 308, но вас будут бить в щеку. Тут тогда становится 220. Поэтому, откровенно говоря, чтобы броня работала, нужно выезжать только лбом. По-другому она работать уже перестанет. Вот эти вот сколы в щеках, они сразу теряют свое приведенное значение, как только вы начинаете доворачивать корпус. В лоб, когда выезжаете, семерки и уровень ниже вас пробивать вообще не будет никуда, кроме вот этой зоны. Восьмерки будут часто рикошетить, только всякие ПТСАУ, там типа ИСУ-152 и так далее, которых там большое бронепробитие, будут вас пробивать. Благо их пока что не так уж у нас и много. С броней разобрались, давайте посмотрим теперь с вами бой. Поехали в бой. Бой, друзья, у нас на карте студзянки. Видим, что у игрока стоит закалка, турбина и досылатель. Забросила его сетап, где
восьмерки и танки уровнем ниже. Студянки идеальная карта для этого танка, он может поехать спокойно на ЖД вокзал, где спокойно будет стоять от башни и настреливать урон. Я думаю, это максимально, в принципе, правильная тактика на этой машине, играть от брони, тем более в таком бою. Поэтому давайте будем разговаривать о том, как эта машина в целом играется и можно ли на ней фармить. Играл я очень много на саму АСМ, орудие здесь точно такое же, только имеет цикличную зарядку. То есть, что это говорит, у нас нет барабана, стреляем как обычный тяжик. И в целом, если настреливать нормально урона, то есть там 2000, 3000, да, то, конечно, не в каждом бою вам будут давать настреливать такие цифры, но, тем не менее, фармить эта машина способна. Часто ребята меня спрашивают, можно ли ее брать в линию фронта. Конечно, можно. С одноуровневыми машинами она чувствует себя очень даже неплохо. Попадает фугасом по нему Чариотир, который находится вот здесь, где-то на ЖД полотне. Видим, что союзный тайп подъезжает к КПЗ. Танкует 2 выстрела, будет разминать, я так понимаю, танки, которые выехали на горку. Дает первый шот, не попадает. Видим, что в принципе, в целом, в такой проекции его пробить будет довольно трудно, потому что лобовое бронирование у него есть, и бронирование очень неплохое. Тем более танки здесь не самые пробивные находятся. Для него это просто какой-то тир. Он стоит спокойно, 2 шота дал, уже 564 урона. Поэтому, друзья, стоит ли брать эту машину, если у вас нет премиум танков? Я думаю, да, она достойна внимания. Машина очень даже неплохая. Если у вас есть какие-то другие тяжи, типа там ИС-6, я всегда рекомендую в своих видео присмотреться к ИС-6, к Альпийскому Тигру, например, или же к Т-343, к Альготам, потому что они не видят 10 уровень. Здесь же танк с полным уровнем боев, соответственно, он будет видеть десятки, и вы должны давать себе отчет, покупая премиум тяжелый танк, да, пускай за боны. Боны — это такой ресурс, который на фарме, друзья, честно, не нужно думать, что это сложно, это не составит труда. Вся сложность бон — это только время. Поэтому, если у вас есть танки 10 уровня, постепенно будете боны фармить. Плюс еще много разных активностей, боевой пропуск, там и все такое. Боны — это не проблема. Поэтому, если вам нужен тяжелый танк, как первая машина в ангаре, если у вас нет ни одного там прем-танка, то, я думаю, вам лучше посмотреть в сторону льготов. У них, конечно, не такая шикарная пушка по бронепробитию, там будет поменьше, чем 232, но они не видят десяток, и поэтому играют очень-очень уверенно и комфортно, там, с танками даже 9 уровня. Если в целом вы хотите качать там французские новые тяжи, которые вот у нас в сентябре уже очень неплохо апнут, тогда эту машину можно брать, она в принципе неплохая. То есть у нее есть неплохое бронирование при должной игре. Если вы знаете позиции, вы сможете очень-очень неплохо настреливать, танковать. Видим, что у него уже 1180 заблокированного урона, 1192 он уже надамажил. Поэтому, в принципе, для того, чтобы освоить игру на тяжелых танках и прокачать тяжелые танки Франции, эта машина подойдет. Назвать ее плохой или хорошей я не могу. Она находится, грубо говоря, посередине. Из того, что у нас есть в клиенте, и какими-то выдающимися прям характеристиками не обладает, но она и не убогая, откровенно говоря. Если у вас нет прям танка и хотите взять эту машину, можно смело брать, она неплохая. Но в целом я бы рекомендовал боны потратить на что-то другое. Тем более на канале есть много разных роликов по боновому магазину, можете посмотреть, выбрать для себя. Как раз для этого я, друзья, и снимаю вам эти видео. Видим, что бой у нас пока что позиционный, счет 3-2. Много танков еще в живых, огромное количество очков прочности у союзной команды. Также еще и враги имеют огромный запас. Можно настреливать. Я выбрал бой такой максимально настрельный. По фарму, конечно, не эталонный, но тем не менее. Видим, что он перешел уже на голдовые подкалибры. К сожалению, у него было очень мало ББ снарядов. В таком бою стрелять под калибрами, ну, просто не по ком. У него очень хорошее пробитие на базовых снарядов. Оттого это такое, конечно. Просто он, видимо, рассчитывал, что забросит к десяткам. Ну, как видим, он попал в бой с семерками. Друзья, я вам также напоминаю, если вы впервые на канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите любой комментарий. У нас здесь все максимально открыто и свободно. Обсуждаем, смотрим разные танки, так что буду рад вашему комментарию, буду рад пообщаться. У нашего сегодняшнего героя уже 2216 урона настреляно, 1500 заблокировано. Это в принципе неплохо, думаю, этим он не ограничится. Я, не изменяя себе бой, не смотрел.
Оттого давайте будем смотреть дальше, как на нем играется. Забрасывает танк-побратим по союзной Пантере, откуда-то с этой стороны. Видим, что всего лишь 2 союзных танка сдерживают направление по линии H и J. Если тяжи противника сюда упорятся, они убьют и Т-25-2, и союзный лев. Светится француз, спокойно сводится, дает ему шот 317. Альфа, в принципе, довольно неплохая. 300 это ни много, ни мало, лучше, чем 240. Сегодня был также у меня обзор на Т-26Е5. Патриот, тоже хорошая машина, можно ее также рассмотреть. Она также очень похожа будет по игре на эту машину, но в целом у Патриота, я думаю, будет получше подвижность, если его собрать, особенно через турбину. Плюс американские тяжи на данном этапе, то есть я считаю Т-110Е5 10, он будет посильнее, чем француз. Посмотрим, конечно, после апа, как заиграют французские танки, но все-таки Т-110Е5 это очень хороший сбалансированный танк, особенно сейчас. Бой у нас пока что заморозился, стоит максимально скучно. Понимаю, что хотелось бы побольше врывов, друзья, но имеем то, что имеем. По урону, я так понимаю, на этом танке игроки не особо способны настреливать большое количество. Но, тем не менее, на нем играют. Я его почти в каждом бою в рандоме вижу. Не знаю, почему он пользуется такой популярностью среди игроков. Есть Т-26Е5, хорошая машина, тоже американец. Тоже есть в боновом магазине, та же цена. Я не считаю, что он хуже, чем этот танк, если уже смотреть между ними двумя. Добирает он Т-103, под таким диким углом просто смог без проблем его пробить в щеку. Это, конечно, круто, учитывая то, что там довольно неплохая броня в башне. И вообще в боновом магазине, если прям брать танк с головой, вот этот вот Т-103, да, вылетело из головы, как он называется. Т-103 это, наверное, самая сильная машина будет, потому что у нее есть ДПМ, есть пробитие, и с 8-ками она реально может божить. У меня также есть обзор на нее на канале, можете посмотреть, если у вас есть желание и вам просто интересно понять, что это за танк. 5 фрагов у него уже есть, 3200 урона нанесено, дает по шведской ПТ-шечке в гусеницу, он его также пробивает, я так понимаю, ВЛД, да, он стоит выше. Смотрите, друзья, здесь очень острая ВЛД, и танки, которые находятся над вами, для них здесь уже не будет приведенной брони, не смогут вас без проблем пробивать, нужно это учитывать. Танк требует грамотного подхода, потому что действительно это такая машина, которая требует реально знания карт как минимум, чтобы вы знали, где вы можете стоять, чтобы вам не смогли противники заехать в борт. Это очень-очень важно, потому что машина, она хоть и имеет броню, но броня далеко не самая-самая крепкая в игре. Старайтесь занимать зоны, где вы сможете высовывать только верхнюю часть корпуса, только башню. И из-за таких зон от рельефа вы сможете спокойно реализовывать свой танк. 6 фрагов в этом бою он уже сделал, 4100 урона. Если хотите танк с броней, с башней, можно посмотреть Т-26Е5, тоже хорошая машина. Также на него есть обзор. Если интересно, знаете, где его искать. В остальном, если вы новичок и только осваиваетесь в игре, нафармили там или получили первое количество бон, думаете, какой прям танк купить, я все же вам рекомендую остановиться на льготах, это ИС-6 или же Альпийский Тигр. Если у вас по какой-то причине эти танки уже есть, и вы хотите еще один какой-то заиметь тяж, можно посмотреть Т-26Е5. Если вам не нравятся американцы, и вы остановились на французах, то да, эта машина по 5-бальной системе оценивания, да, поставим Е4, очень неплохая, есть броня, есть неплохое орудие, альфы, конечно, за выстрел маловато, 300, это не особо много, в любом случае это больше, чем у Е5, ну, Т-26Е5, который Патриот, но меньше, чем у ИС-6, у ИС-6 390, поэтому смотрите, друзья, если вам нужно качать экипаж, хороший вариант. В целом, я бы себе его за бон не купил, не обладает он какой-то сверхинтересной такой характеристикой, что его можно брать. Просто неплохо сбалансированный тяж. Если бой такой, как этот, где вы попали в топ списка и ниже танки там 7-го, еще если и 6-го уровня, то да, конечно, вы сможете неплохо настрелять. В бою с десятками он слишком великоват. То есть мы видим, что он такой громоздкий танк, едет не прям хорошо. Все зависит от обстоятельств. Поэтому я надеюсь, ответил, друзья, на ваш вопрос. Если у вас есть какие-то предложения по контенту или вы хотите посмотреть о какой-то конкретной машине, пишите в комментарии, я с радостью их все читаю, отвечаю на них.
Буду рад, так сказать, вам помочь. Видим, что у него за этот бой нанесено 4700 урона на данном этапе, 1700 он насветил и 220 заблокировал. В принципе, показатель очень даже неплохой, но, друзья, вы же все понимаете, что такие показатели будут далеко не в каждом бою. Поэтому был рад с вами общаться, надеюсь, помог. Удачи и всем пока!